Добрый вечер. Наверное, добрый. Почему? Потому что сегодня руна в унию. Руна в унию – это одна сплошная доброта. Вот в слове «доброта» вся суть руни, в унию, вся суть. Почему? Потому что это гармония. Я ее и назвал гармония, хотя ее описывают традиционно радость, счастье. Но вот в чем суть радости и счастья? Вот схема рунического дерева, я просил, чтобы она была у вас всегда перед вами, и она у нас связывает два мира, Йотунхейм и Альфхейм. И в схемке Альфхейм – это энергия, Йотунхейм – это необходимость или ментальная проекция. То есть ментал влияет на нашу энергию. И вот мы в рунической сетке рассмотрим, она не очень сложная в самой сетке, там всего 4 аспекта руны в унию. Ну, не 4, 8. 4 прямые и 4 перевернутые аспекта, зеркальные, из которых 2. Так вот, интерес в том, что руна в унию зависит от наших мыслей. И наша энергия зависит от наших мыслей. То есть человек радуется только тогда, когда у него соответствующая мысль. То есть есть какая-то мысль, которая огорчает, есть мысль, которая радует. И руна в унию – это не что иное, как равновесие между менталом. Менталом, падающим вниз, менталом, поднимающимся наверх, позитивным, негативным мышлением, если хотите, и так далее. Самое интересное, что руна в унию усиливает, это как усилитель. Вы в этом убедитесь, мы на рунической сетке это рассмотрим сегодня. Она действует как усилитель, и она может только усиливать. Поэтому в процессе активации руны в унию нужно очень внимательно отслеживать свое состояние ментала. Что мы думаем, то мы получаем. И равновесие и гармония зависят от того, какие у нас мысли. Внутреннее состояние, она абсолютно закрыта, она никак не влияет на внешний мир, она просто отражает внешний мир. То есть если иные руны, которые открытые, с помощью которых мы в период активации влияли на внешние обстоятельства в нашей жизни, то есть наше состояние или ментальные проекции, или другие какие-то эманации, они влияли на внешнее, то руна в унию, она просто отражает, это как экран, и усиливает. Это как маленькая пленочка, в кинотеатрах прокручивается, да, маленькая пленочка, маленький кадр негатива преобразуется в позитив через свет экрана на большой экран. То есть мы видим людей не в пропорции, а видим огромных людей, и в этом есть эффект кинотеатра. Вот эффект кинотеатра где-то в руне в унию. Усиливается наше восприятие. Если у нас печальные мысли, то это печаль вокруг. То есть солнышко светит, а мы печальные, и нам кажется, что вокруг вообще все пасмурно, и все люди плохие. Поэтому вот где-то в таком аспекте она работает. Если мы хотим изменить экран вокруг себя, то есть кино, которое мы просматриваем, через руну в унию мы можем это создавать. Или мы радуемся, соответственно, и весь мир радуется с нами, птицы поют, деревья машут нам и так далее. Или мы создаем эту картину. Притом, если начнут происходить какие-то обстоятельства в жизни, это руна в унию. Руна в унию вообще на обстоятельства никак не влияет. Влияем только мы на картину мира. То есть мы смотрим на то, что мы транслируем. И эти обстоятельства, не что иное, они могут притягиваться магнитом, но на самом деле они не магнетизируют наш ментал или не магнетизируют наше состояние, являясь проекцией, а являясь отражением. Вот разница между проекцией и отражением. Вот проекция – это как тень. Вот наша тень – это проекция наша от Солнца, то есть плоское состояние, очертание нашего тела.
Это проекция. Проекция в черчении, когда общий вид проецируется на какие-то стены. Ну, вообще, суть проекции еще идет с Древней Греции, когда делались теневые объекты, как проекции очертаний каких-то зданий в определенной пропорции. Так вот, проекция – это определенное очертание или определенный образ фигуры. Если мы переносим это на духовный смысл, то мы проецируем. Вот некоторые руны, они проецировали наше внутреннее состояние на внешний мир. А вот руна Вуньо, она отражает. Она является отражением. Это зеркало, если хотите. Мы подходим к зеркалу, мы видим себя такими, как мы есть. Мы грустные, мы видим себя в зеркале грустными. И все вокруг грустное. Видим себя радостными, улыбающимся. Мы видим. Вот я сейчас вижу свое отражение. Я просто ставлю, чтобы я был по центре экрана. Я как бы сижу, любуюсь сам собой, поглядывая на Алену, которая сонная, спать хочет. Вот. Вот это отражение. Я вижу себя. Сейчас как бы разговариваю, условно говоря, сам с собой. Ну, тренируюсь. Знаете почему? Потому что так складываются обстоятельства, что нас все меньше и меньше. Я так понимаю, что скоро прямые трансляции буду сам с собой делать. Вот. Может, это символично связано с руной Вуньо. Посмотрим. Вот это отражение. То есть руна Вуньо – абсолютное отражение нашего внутреннего я, нашего внутреннего состояния, наших внутренних отношений, наших мыслей, наших эмоций. Кстати, относительно эмоций. Вот, многие ассоциируют радость как с каким-то эмоциональным эйфоричным состоянием. Это не совсем точно. Я хотел бы еще на один аспект Вуньо обратить ваше внимание, помимо отражения, это на внутреннюю радость. Вот руна Вуньо дает такую составляющую, потрясающую составляющую, это внутренняя радость. Потому что если человек впадает в некую эйфорию, это не внутренняя радость. Она показная, она где-то эмоциональная, она может быть мимированная, она может быть, например, под влиянием определенных обстоятельств. То есть попал на вечеринку, сама атмосфера радости, ты заряжаясь этой радостью, начинаешь радоваться, быть счастливым, а если еще там чего-то понюхал или покурил, то это тем более искусственная радость. Я не об этой радости, и не о той радости, которая влюблен или еще каким-то образом, там, другие моменты, купил там чего-то, или радость шопинга, нет, нет. Внутренняя радость – это когда человека внутри умиротворение и спокойствие, и удовлетворенность тем, что у него есть. Тем осознанием себя. Вот это есть внутренняя радость. Внутренняя радость – это когда планируешь очень много работы на целый день, и ее успеваешь, сделаешь, уставший, замученный, изможденный, уже вот такой вот. А есть какая-то внутренняя радость, которая подпитывает энергией. Я не просто обратил внимание на связь руны Вуньо, ключик руны Вуньо между двух миров. Великанов Йотунхейма и ангелов или светлых эльфов Альфхейм. Вот эта связь, она и составляет гармонию. Гармонию, когда мы или рисуем облака в своей жизни, или мы рисуем солнышко, это и есть гармония, которая заряжает нас энергией. Мы можем физически быть уставшими, замученными, но внутреннее состояние удовлетворенности, а это есть часть Вуньо. Я не говорю, что это вся Вуньо, это часть Вуньо, это ее составляющая. Тут очень интересный момент, на который стоит обратить внимание. Мы не будем проводить аналогии с бабочкой, летящей на фонарик, но в мире людей примерно так и происходит. Когда внутренняя радость у человека, и он даже не улыбается, у него просто есть эта внутренняя радость. Внутри он как-то наполнен какой-то определенным качеством энергии, и эта энергия от него начинает лучиться. То есть говорят, ты светлый человек. Ну, с чего ты взял? Ну, не знаю, вот светлый.
тебя к тебе тянет. Почему ко мне тянет? Не надо ко мне, чтобы тянуло. А вот людей тянет. Это из-за того, что есть внутренняя тьма у человека, и ему не хватает света. И вот маг, проводящий руну в унию, это уже не человек, а бога-человек, половинчатое такое состояние. Потому что рано или поздно распнут и канонизируют. Рано или поздно. Не хотелось бы в этом воплощении опять пережить это все. Но канонизация именно в том, что у человека было что-то такое, чего не было у толпы. И вот мага среди толпы выделяет именно вот это внутреннее сияние, внутренняя радость, внутреннее умиротворение. Вот эта внутренняя радость, этот внутренний покой, внутреннее самосозерцание, не самовозвеличивание, а именно самосозерцание, восприятие себя, кто я есть, и где я есть, и кем я являюсь, это и есть внутреннее понимание, внутренняя мудрость. Именно внутренняя. Потому что если эту мудрость вынести в свет, то свет, как правило, с этими людьми поступал в истории очень жестоко. Ну, Иисус, тому подобные товарищи, которых потом говорили, что они святые все-таки были. Это маги, которые излучали внутренний свет. Вот в унию будет нас учить этот свет чувствовать. Самое интересное, что в унию дает это чувствование на эмоциональном уровне, но с эмоциями абсолютно никак не связано. Руна в унию еще гармонизирует такие аспекты, как первоэлементы. То есть нет недостатка в первоэлементах. Знаете, когда есть эмоциональная составляющая, то есть стихия воды доминирующей, она преобладает, то человек выражает какие-то эмоции. Когда человек размышляет, у него преобладает стихия первого элемента воздуха. Активно действует, суетится первый элемент огня. И, соответственно, если человек приземленно что-то пытается материализовать или приземленно где-то питается стихией, материальными благами удовлетворяется, то есть у него доминирует стихия земли. В унию это гармония, и мне почему-то она ассоциируется как с некой каруселью. То есть когда начинает карусель раскручиваться, вот если вы знакомы с цепными каруселями, где очень четко определенное количество цепных сидений. И колесо, на котором они прикручены, оно сбалансировано, ну, максимально сбалансировано. Почему? Потому что центробежная сила, она усиливает вес и человека, и карусели. И при раскручивании, если где-то будет одной качельки не будет хватать, то одна сторона при раскручивании будет более тяжелее. Соответственно, она начнет давать разбалансировку. Вот здесь вот очень интересная аллегоричность. Первоэлементы в 4 аспектах, они уравновешены. Поэтому руна в унию не вызывает никаких эмоций. Иногда даже не вызывает никаких мыслей. Иногда вроде бы как не вызывает. На самом деле оно все уравновешено. Поэтому руна в унию это равновесие. Абсолютно равновесие и гармоничность. То есть гармоничность, когда все увязано. Вот что такое гармония? Гармония это когда мы не можем объяснить, что, например, наблюдая какую-то картину, мы не можем объяснить, что конкретно нам нравится по деталям, но общая картина, мы говорим, это гармонично, это равновесно. Вот, например, в архитектуре есть такое понятие очень интересное, как композиция. Вот композиция это тоже равновесие, это тоже гармония. Вот эта гармония, она, теперь представьте вот эти вот ассоциативные слова, которые я пытаюсь подобрать, чтобы выразить аспект руны, они переносятся вовнутрь. И внутри, вот это внутреннее состояние, когда все находится в равновесии, в балансе,
внутреннее такое состояние, знаете, я бы даже не побоялся сказать слово «ом», да, буддийское. Вот руна Вунью – это не что иное, как ом в совокупности. Когда наполняешься духом, наполняешься силой, наполняешься энергией и получаешь удовлетворенность от внутреннего состояния. И тогда все аспекты жизни как бы кажутся, ну, все хорошо. Кто-то кричит, буянит, ну, человек неравновешен, но это никак не касается равновесия внутреннего, это никак не касается внутренней гармонии. И кажется, что сдвинуть вас с вашего состояния невозможно. Почему невозможно? Потому что вы стремитесь к этому умиротворенному состоянию, к этому так называемому вечному космическому покою. Вот почему руны, особенно это будет понятно в руне Вунью, руны выводят мага на завершение кармы. То есть все то, что у человека было не завершено, руна Вунью завершает. Не Вунью, а как бы она гармонизирует. Но руны вообще как таковые создают трансформацию. На 24-й руне Дагаст человек меняется безвозвратно. Почему я, например, подходил очень серьезно, ну если так можно, к отбору. Я доверялся богам, они приводили людей, и я больше запугивал, чем говорил о каких-то елейных вещах, которые можно на просторах интернета почитать, а именно вот смотрел на тот момент и диагностировал вас, и смотрел. Потому что изменения, которые с вами произойдут, они необратимы. И вот руна Вунью закрывает первый этир, она совершает необратимые уже изменения. Перейдя ко второму этиру после руны Вунью, мы уже проходим определенную точку невозврата. Я вам хочу сказать, что тот, кто серьезно относится к рунам, после руны Вунью становится, ну не то что зависимым или там заложником, это слова абсолютно точно не выражающие смысл, а у него восстанавливается некая тоска за вечностью, тоска за космосом, тоска за божественным. Он становится уже, ну, стирается в нем человечность, в том понимании, в котором принято воспринимать. То есть будь человеком, нет, уже человеком, тем, кем был, уже сложно стать. То есть характер не меняется, внешность меняется только с возрастом, восприятие там или еще чего-то нет. Просто человек меняется изнутри настолько, что он уже просто по-другому уже не может. Почему? Потому что, вот обратите внимание, я просто хочу сегодня не просто о Вунью поговорить, а поговорить о всем этире, потому что мы с этой руной мы завершаем весь этир, и как я говорил, что в каждой руне есть частичка предшествующей руне. Вот в руне Вунью есть все предыдущие 7 рун. Вот в руне Вунью это и освоение, понимание своей территории, это феху. Это и урус, понимание своей силы. Это как я знаю свои владения, я знаю свои силы, я знаю турисос, я знаю свое намерение, я знаю, куда я движусь, я знаю, куда я иду. Ансус, я получаю божественные знания, которые меня вдохновляют идти дальше. Райда, я вижу свой путь, по которому я должен идти, я вижу, что мешает в моем пути, что мне нужно убрать, чтобы быть эффективным в своем движении. Кена, открывается видение того, чего мы раньше не видели, и оно все это дотягивается. С каждой руной у нас идет дотяжка следующей руны. Поэтому в Вунью сконцентрировано все 8 рун. И партнерство, то же самое партнерство, равновесное партнерство, партнерство внутреннее, дар и жертва. Это то, что мы прошли на прошлой неделе. Я, кстати, хотел бы сказать, вот такая ремарка. Я даже не мог додуматься, понимая даже глубину и смысл руны Геба, что она будет для меня такой тяжелой. У меня была очень тяжелая неделя.
и очень тяжелая руна. Для меня руна Геба всегда была привлекательной, это некий такой вот контакт с богами. А тут боги показали мне обратную сторону, я бы сказал, перевернутой руны, контакт с людьми. И это очень тяжело, особенно когда магическое сознание приходится приспосабливать к уровню людей, когда удерживаешь в голове 5-6 вопросов, и ты их обрабатываешь одновременно. Вот тут на фоне людей, которые привыкли обрабатывать один вопрос, а ты обрабатываешь сразу 5 вопросов, понимаешь, что ты обладаешь сверхспособностью, особенно работая в коллективе, и который привык быть скрытным, начинаешь читать мысли и понимаешь их мысли. Они говорят: почему вы меня перебиваете? Я же еще не договорил. А как ему объяснить, что ты считал его мысли? И вот руна Вунью, оно дает вот это завершение всех аспектов. Вот эта гармония, осознание себя, внутреннее сознание себя магом, уже человеком со сверхспособностями, то есть уже к касте людей или к человеческому. Я не говорю о том, что мы должны напялить там короны и говорить: а, вы тут все людишки, я уже тут вот руну Вунью, и я сверхчеловек. Это сразу быстро попускается, особенно в северной традиции, потому что понятия гордости даже у богов нету, это понятие чисто человеческое. Поэтому бьют по короне. Притом молот Тора бьет, почему-то целится не по самой короне, чтобы ее снести, а бьет сразу в голову. Вот. Как-то так получается, что удар в голову, и корона слетела. Это, кстати, у меня это была одно время даже болезнь. Я страдал этим. Манечка такая была. Если что-то там достигал, мне сразу и часто был бит. Ну, естественно, как боги бьют? Они бьют не кулаком или молотом, а бьют обстоятельствами. И быстро попускаешься, очень быстро успокаиваешься. И понимаешь, что даже обладая этими знаниями, эти знания не от тебя, тебе дали боги, открыли. Это привилегия не твоя, ты просто этим пользуешься и должен пользоваться ответственно, потому что если бы боги вот точно так же были с Манькой величия, то я думаю, что они не были бы богами. Поэтому мы люди, пока люди, потому что у нас есть такая не очень приятная черта, которая несет абсолютную безответственность. Так вот, руна Вунью, она учит нас, я к чему это все веду, она учит нас понимать достигнутое, понимать завершенное, и самое интересное, научиться контролировать свой внутренний гармоничный цикл. Почему цикл? Потому что он сменяется. Мы же не можем все время быть в эйфории, в какой-то радости, а просто почувствовать вот эту внутреннюю гармонию, внутреннюю радость и стремиться ее удерживать постоянно, потому что вот эта внутренняя гармоничность – это основа всех магических манипуляций, всех магических действий. Маг, не находясь во внутренней гармонии, он не может ничего совершить. Если он начинает выходить из равновесия, то он совершить магические ритуалы или какие-то действия он не может. Вот руна Вунью учит человека, мага, находиться в равновесии. И вот самое интересное, что вы сможете наблюдать в руне Вунью, это когда ваше внутреннее умиротворение, спокойствие, гармоничность, она будет очень эффективно и форсируя промежутки времени, линейного времени, воплощать многие ваши задумки. То есть вот почему руна Вунью связывают с успехом? Вот в магических формулах, рунических формулах пишут руну Вунью всегда в конце, как завершение. То есть все вот это сделай, и чтобы была радость. Вот руна Вунью, она завершающая. То есть к чему мы идем? К удовлетворенности, к внутренней гармонии. И все, абсолютно все магические операции, любой вам маг скажет, и вы прочитаете везде, где пишется о магии, это внутреннее спокойствие, или вот
по-кастанедовски отключение внутреннего диалога, если хотите, это то же самое. Отключенный внутренний диалог и внутреннее безмятежное состояние покоя, притом космического покоя. Вот такое примерно состояние мгновение, секунды мы можем наблюдать, когда мы выходим и смотрим на небо, на звездное небо, в тишине. Вот чтобы нас ничего не отвлекало, и мы вглядываемся в небо. Такое примерно состояние, когда мы смотрим на горящий огонь. Мы можем долго, бесконечно смотреть на огонь, на языки пламени, на танец огня. Как переплетаются, как обнимаются, как исчезают, как сгорают поленья. Точно так же, как мы можем смотреть на воду, неважно, ручей, море, бесконечно долго, слушать этот шум прибоя, слушать журчание ручья. Это бесконечная мелодия вечности. Точно так же, как мы можем смотреть на просторы земли, на прекрасные виды, на то, что наполняет эту землю, на ее природу, на опавшие листья осенние, на белый снег, который укроет очень скоро землю, на первые почки. Вот эти явления циклов Земли, они бесконечно наблюдаемые, бесконечно умиротворяющие. Этот процесс, точно так же, как бы не был устрашающий ураган, сила ветра, но мы смотрим на эту прекрасную силу, которая наполняет природу, наполняет все сущее, и мы удивляемся этой силе, как воздушные массы наполняют все вокруг. Или тот же самый легкий ветерок, который трепет нас летом, в зной. Вот эти все аспекты 4 стихий, они уравновешиваются внутри нас. И если мы ловили вот эти мгновения созерцания природы, мгновения созерцания огня, воды, и мы ловили это мгновение внутреннего состояния умиротворения, то вот это как раз и есть то мгновение, если вы сможете это почувствовать, это руна Вумио.